Всем привет! Я вас приветствую на своем канале Красота и бисер. И сегодня мы с вами выполним великолепный браслет Мережка. Прекрасно сочетаются бусины рис с бисеринами и хорошо смотрится в цвете светлое с темным. Бисер чешский я взяла меланжированный, и он хорошо оттеняет белый бисер и будет смотреться великолепно с любой одеждой, с любым нарядом, потому что здесь много разных цветов в этом бисере. И, конечно же, великолепно он смотрится на ручке. Еще я сплела по этой схеме один браслетик в одном тоне. Смотрите, малиновый, тоже очень красивый получился. Я просто этот же браслет, но свернула пополам и сделала как браслетик жгут. Но он мягковат, сюда нужно будет вставлять или шнур, или поплотнее еще раз пройти по бисеринам. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал и приступим выполнять наши великолепные браслеты. Для плетения браслета я взяла бисер чешский, он цвета как хамелеон, попакованный вот так по 5 грамм в пачечке. И взяла бусины рис, они шли на вес. Сколько их уйдет, посмотрим. И еще я использую иглу номер 12 бисерную. И нить у меня идет как мононить, или она как леска, не знаю, вот так вот брала в упаковке она. Без маркировки. Мне главное, чтобы она прошла в ушко и в бисерины. И первое, что мы начинаем делать, мы набираем 12 бусин рис и между ними по 5 бисерин. Начиная 5 бисерин и заканчиваем тоже 5 бисерин. 12 бусин мне как раз хватило на длину браслета, потому что в процессе плетение он немножко сузится. И дальше мы продолжаем, переходим на второй ряд и набираем 2 бисеринки и возвращаемся иголочкой в третью, то есть она будет серединка пятой. Вот так. Подтянули к плетению и продолжаем набирать. Мы будем брать бисерина, бусина, бисерина и проходить иголочкой в среднюю из 5. Это будет по ходу 3-я бисеринка. И так будем весь ряд набирать до конца. Вот мы подошли к концу нашего второго ряда. И мы прошли иголочкой в 3-ю бисеринку, то есть среднюю из 5. Нам нужно перейти на 3-й ряд. Мы проходим дальше эти 2 оставшиеся бисеринки и набираем 2 бисеринки, и мы проходим теперь в первую бисерину, которая у нас была из 5. И теперь мы набираем с вами 3 бисеринки и проходим иголочкой. В предыдущем ряду мы набирали бисеринка, рис, бисеринка. Проводим иглу, набираем снова 3 бисерины. 3. И также проходим дальше у нас. Вот они крутятся, вы поправляете, потому что предыдущий ряд у нас был бисерина, рис, бисерина. Вот так. И так до конца ряда. Вот мы подошли к концу этого ряда. Вышли из бисерины, которая окружает нашу бусинку. И проходим теперь в 2 бисерины, которые мы набирали в начале. Набираем 2 и возвращаемся в первую, как мы и делали в начале этого ряда. И продолжаем набирать белые бусинки. Мы набираем, как и изначально, бисер, бусина, бисер, и проходим в
третью из 5, то есть она будет средней. И теперь она уже хорошо видна. Она является как бы вершинкой этих 5 бисерин. Вот так. То есть продолжаем набирать, как и набирали мы второй ряд. Бисерина, бусина, бисерина, и берем серединку из 5. И так проходим до конца ряда. Вот я прошла еще один ряд, добавляя белые бусины, и подошла к концу этого ряда. И вот последний раз я добавляю бисер, белая, бисер, и прохожу в серединку из 5. Я прошла в последние 2 и набираю 1. И теперь прохожу иголочкой. Нам нужно, смотрите, предыдущий ряд у нас было 5 штук. 1, 2, 3, 4, 5. Вот в 5-ю начинаю и ее прохожу. И еще одну бисеринку прохожу из этих 5. Для того, чтобы у нас между двумя бисеринами была одна бисеринка. В этом ряду мы будем добавлять по 3 бисерины между белыми бусинами. Поэтому нам нужно, чтобы здесь, когда мы добавим, тоже было расстояние 1 бисеринка. Вот ниточка выходит из бисерины, одну пропускаем, и вначале мы проходим бисерина, бусина, бисерина. Вот так. 3 набрали. И снова продолжаем. 3 бисеринки и проходим бисерина, бусина, бисерина. И дальше будем набирать 3 бисерины. И так проходим до конца ряда. И последний раз в этом ряду 3 бисеринки. И проходим в бисерину, которую мы набирали для соединения. И теперь в одну бисеринку назад и подходим к... И 5 у нас получилось. И мы теперь проходим к 5. И будем продолжать набирать в этом ряду бисерина, бусина, бисерина до конца ряда. И следующий ряд добавим по 3. Сделаем так, чтобы у нас было 4 белых бусины. Вот мы проплели 7 рядов, и у нас получилось в ряду 4 белых бусины. И чтобы завершить этот мотив, нам осталось между ними здесь сделать по 3 бисерины. И я хочу сказать, что в последнем ряду не нужно добавлять здесь бисерины по краю, чтобы у нас красиво легла застежка. Вот у нас ниточка выходит, вышли мы из этих бисерин. И теперь возвращаемся назад и проходим сразу в бисерину и белую бусину. И дальше в этом ряду просто добавляем здесь по 3 бисерины. 3 бисерины проходим бисеринка, бусинка, бисеринка и снова 3 бисеринки. И так до конца ряда. В конце ряда мы тоже не будем добавлять бисерины, чтобы у нас здесь был красивый край. Вот закончили последний ряд. Добавили здесь по 3 бисерины между белыми бусинами. И выводим ниточку в последнюю бусинку этого ряда, не добавляя в конце тоже ничего, как и в начале мы не добавляли. И теперь по бисеринкам мы проходим к первому ряду. Я иглу протянула, вам просто показываю, как оно должно идти. И теперь мы с вами добавляем 5 бисерин, 5, и проводим иголочку в белую бусину без бисерин, просто в белую бусину. Вот так. И снова набираем 5 бисерин и снова будем проходить в белую бусину, не затрагивая бисерин.
Вот так. И так проходим до конца ряда. В конце ряда мы также набираем 5 бисерин и проходим в последнюю бисерину предыдущего ряда. И возвращаемся в первую, вторую и третью из 5, для того, чтобы выйти в серединку этих 5 бисерин. Продолжаем набирать бисерина, бусина, бисерина и находим серединку 5, это третье по ходу движения. И так продолжаем мы до конца ряда. Плетение сильно не натягивайте, чтобы бисерины лежали свободно. И теперь мы в эту сторону сделаем тоже 4 ряда, чтобы всего было 8. Первый ряд, который мы начали, мы будем добавлять бисерина, бусина, бисерина. Потом возвратимся и будем между ними добавлять по 3 бисеринки. И так будем продолжать, тоже проплетем 7 рядов, и у нас получится 8 белых бусин в ряду. Я проплела еще 4 рядочка, всего получилось у нас 8 белых бусин. Получилось очень оригинально. С этой стороны я сделала 3 бусинки и прикрепила колечко. И теперь с этой стороны сделаем так же, чтобы было одинаково. Мы берем иголочкой и проходим в крайнюю бисерину с любой стороны. Вышли ниточкой в крайнюю бисеринку и набираем бисеринка, бусинка, бисеринка, бусинка. И проходим иголочкой в среднюю бисеринку по центру. И теперь возвращаемся в нашу белую бусину. Вот так. Набираем бисеринка, бусинка и бисеринка. И проходим в крайнюю бисеринку с этой стороны. И у нас получается красивая троица. Теперь мы пройдем, сделаем здесь петельку и прицепим колечко с карабином. И вторая сторона у нас тоже будет закончена. Беленький браслетик я закончила и попробовала сплести этой же схемой, только в одной гамме. Тоже получилось очень красиво. И я вам хочу сказать, я здесь не поворачивала, я просто проплела 10 рядов подряд. И я теперь, получается, поворачиваю вот так вдвое наш браслетик. С одной стороны иголочку провожу в бисеринку второй стороны. Теперь оттуда сюда и как мозаичное плетение подбираемся к бусине. Соединили две стороны краев браслета, и у нас получилось красивое соединение. Дальше мы ниточкой проходим бисеринка, бусина, бисеринка с одной стороны, вот так, а с другой стороны мы прихватываем бисерину, которая является третьей и серединкой из 5. Вот так. И снова мы берем бисерина, бусина, бисерина с одной стороны, а с другой стороны мы берем только серединку из 5, это будет третья бисерина. И соединяем так наш браслет до конца. В конце мы тоже оформим, закончим так красиво край. Можно будет маленькую одеть шляпочку, вот так сюда, потому что красивые бисеринки и красиво. И прицепить застежку. Можно большую, я еще подумаю. Тюльпанчиком тоже будет красиво. И закончить второй браслет.
И вот закончила и второй браслетик, прицепила маленькие шляпки, застежку с петелькой и закончила браслет. Я хочу вам сказать, что он получился мягковатым, поэтому я еще раз прошлась по бисеринкам для того, чтобы он был потуже и покрепче. Или можно вставить внутрь тогда шнур. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал и до новых встреч в новых видео.